Всем привет! Сегодня я хотел бы вам рассказать про самую неизученную и неизвестную часть сервера Drift Paradise. Меня зовут Ферто, а мы начинаем. Начать бы хотелось с того, что я не эксперт в этой теме и не считаю себя самым быстрым тогером. Я просто знаю о тоге чуть больше, чем обычные игроки Drift Paradise. Если нашли какую-то ошибку или неточность в моих словах, то, пожалуйста, исправьте меня. Заранее вам спасибо. Этот ролик будет состоять из нескольких частей. Первое, что такое тоги в общих чертах. Второе, куда делись все тогеры и почему. Третье, классы и физика машин. Четвертое, сравним с другими играми и поймем, что надо исправить Drift Paradise. Что такое тоги в общих чертах? Тоги в переводе на русский означает горный перевал. На нашем сервере люди ездят тоги по-разному. Есть несколько категорий. Первое – это те, кто ездит в соло, может даже пытаются побить рекорды на каких-то трассах, но в большинстве случаев рекорды ставят люди, едущие на машинах класс, которого недопустим для тоги. Об этом мы поговорим чуть попозже. Вторая категория игроков – это те, которые уже немного знают о тоге и пытаются соревноваться с другими игроками. Если кому интересно, то в реальной жизни такие заезды называются sudden death. Понятное дело, что соперников найти очень трудно, исходя из количества тогеров на вашем сервере. Я лишь могу помочь тем, чтобы вы их искали на моем Discord-сервере, но я не гарантирую, что вы их там сможете найти. Куда делись все тогеры и почему? Недавно на сервере было зимнее обновление, в котором много чего изменили. Об этом поподробнее поговорим в следующем этапе видео. Многим тогерам крайне не понравилась новая физика машин в стрит-режиме, ведь раньше у машин зацепа было намного больше, и ваша скорость машины складывалась в большем от того, что машина всегда должна быть на прямых колесах, никак не в заносе. С обновлением все поменялось, теперь машины могут быстро ехать даже в заносе и не отставать от тех, которые едут на прямых колесах. Я считаю, что именно поэтому игроки, разочаровавшись в новой физике, перестали катать в стрите, либо просто перешли на другие сервера. Одним из известных серверов является Project Touch. На него я не заходил и не смотрел, что там да как. Но судя по словам игроков, там проводить мероприятия и в принципе ездить намного удобнее, чем на ТП. В будущем я думаю зайти на этот сервер и проверить его. Третья часть – это классы и физика машин. Как я уже сказал, после обновления разрабы поменяли физику, и теперь машины едут совершенно по-другому. По моему мнению, теперь машинами намного интереснее управлять, и в принципе ездить стало намного лучше. Самое главное, что после зимнего обновления настройки дрифта и стрита стали независимыми. То бишь, теперь если на машину поставить дрифт настройку, то стрит настройка работать не будет. Соответственно, и наоборот. Так что теперь те люди, которые говорили, что стрит настра ни на что не влияет, будут знать правду, и вы спокойно можете посылать их смотреть это видео. Перейдем к классам авто. Эти классы помогут вам разобраться, с кем ехать в sudden death, чтобы ваша битва была равной. Самое, на мой взгляд, удивительное, что в класс для тоги попала новая машина Toyota GR86, а это значит, что ее надо будет обязательно проверить везде, чего я до сих пор не сделал на серверах Drift Paradise. Поговорим поподробнее о классах. Есть три класса машин. Класс А для тоги, класс Б для вангана, класс для гражданских автомобилей, то есть трафик. Класс А используется на тоге-нелегалах. Только эти машины могут участвовать в соревновательных заездах на горах. В этом классе 25 машин. Это ровно половина от всех машин на сервере, если, конечно, не считать BMX. В классе Ванган всего 9 машин, которые могут развивать большую скорость, в отличие от машин для тоги. Эти машины вы можете использовать для гонок и фарма на таких картах, как Фукока и Шута C1. Эти карты находятся во вкладке «Города». Но также я их рекомендую для ралли на карте Канденс. В классе гражданских машин находится 16 автомобилей, которые не предназначены для тоги и вангана. На этих машинах вы можете создавать ощущение трафика на ваших нелегалах и заездах по Шутока. Настало время сравнить с другими играми и сравнить, как там реализовано тоги. Самое первое, что приходит на ум, это игра Assetto Corsa. Там с тоги проблем нету от слова совсем. Куча карт и машин, а также поддержка руля. На самом деле игр про тоги очень-очень много, потому что всем известное аниме Initial D распространило тоги по всей планете. Многие игры сделаны очень даже неплохо. Такая игра, как Initial Unity, прямое доказательство этому. И не стоит забывать про оригинальные игры в сотрудничестве с создателями аниме Initial D Extreme Stage, Initial D Arcade Stage, 8 Infinity и другие.
Если сравнивать с ДП, то, естественно, разница колоссальна. Но не забывайте, что мы имеем дело с МТА и GTA San Andreas. Тут все опирается в FPS и ваш пинг. Тут есть такая закономерность. Чем больше FPS, тем быстрее ты становишься. А если FPS у вас, дай бог, добивает до 60, то догнать людей со 100 кадрами в секунду будет крайне сложно. Я решил снять это видео, потому что был крайне удивлен большому уходу токеров с серверов Drift Paradise. До обновы на горах регулярно каталось много людей, на моих стримах присутствовала куча игроков, которые хотели погонять исключительно в стрит-режиме по горам, но в последнее время этих людей стало намного меньше. Надеюсь, что после этого видео людей, которых хотя бы один раз попробуют проехать в стрит-режиме по горе, станет больше. Ведь я никого не заставляю это делать. Мне просто стало очень досадно, что большая часть сервера не ставит этот режим всерьез. Ведь в итоге есть свои нелегалы и легалы, чьих количество в последнее время стало равно нулю. С вами был я, Ферто. Надеюсь, вам понравилась моя подача. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Жду вас у себя на канале.